Ильич, я так понимаю, мы плавно перешли ко второй части нашего. Да, сейчас у нас уличная еда, барбекю. Вот эти ребрышки без всякой предварительной кулинарной обработки. Ну и тут еще жарчики, шпикачики. Так. Что-то у нас там, по-моему, чрезмерно... Правильно, чтобы она немножко прижарилась надо. Ну, для ребрышек-то ничего страшного, а вот сосиски могут полопаться. На самом деле надо сделать очень просто. Есть такой лайфхак, посыпать все солью. Сейчас Славушка, если Да, найдет надо ему- бутылочку с водичкой. Слава, принесет. соли возьми! Да, и мы будем. Точно, это Старый хороший проверенный лайфхак. вкус. Мало кто по нему почему-то знают, это еще с советских времен. А что делает соль? Соль, она как химик, объясни. Горит-то ведь там сейчас сальца, а что делает соль? Ну, соль взаимодействует с жиром, соответственно, не дает пламени распространяться. А мы с ней пересекались, помнишь, с Зиновьевой? Она говорит, я говорю, давайте я создам орден, напишу. Она говорит, ты не успеешь. Я говорю, нормально, все успею. Короче, заседание в итоге перенесли с декабря на январь в колонном зале, там что-то, зачем там было нужно. И 21 января я зачитывал о том, что орден двойной звезды, значит, Лазовки, имени Сан Саныча Зиновьева Что ты делаешь? создается. И перед этим специальная игла для этого. включает у меня первый есть. в жизни орден. Дырочка. Специально Золотой звезды, там, для тех, кто... словацкие коммунисты. То есть это фактически совпадение. А орден двойной звезды, это он и пятиконечный, и семиконечный, как символ гармонии, как ноты, октава. 7 нот белых и 5 нот черных. Если их как бы замкнуть в круг, то получается такая 12-конечная двойная звезда, состоящая из пятиконечной и семиконечной. Вот. Шестиконечный там присутствовать не будет. Ну, можно разделить на две шестиконечные, потому что число 12, оно как бы имеет очень много целых делителей. Но мы не будем делить на две Мы шестиконечные. объединили. У нас задача об Лучше объединении. В объединении. сильно. Мы объединяем. Лучше, Мы не делим. как это, Вот, и звезда Велеса, Да. чем звезда В результате другая. дальше 8, вот как у Мальты, там, ну, Да, конечный крест. А у России, ну как бы у Тартарии, число 12 всегда было наше покровительство, число Третьего Рима. И у нас вот этот символ 12 То есть месяцев. мы можем даже вот тут сделать В 12-конечную России звезду. члены Мальтийского ордена очень плохо и быстро заканчивают обычно. Да, Ну, это когда как? один задержался. Ну, там, вон всё Павел хорошо. первые 4 года проправил, потом вот То есть табакерки они его прибили. магически не смогли удержать у Да, Павла Первого, да. правильно? Ну, он-то думал, я член Мальтийского У меня ордена. предположение, что магия Мальтийского ордена не работала. Она какая-то очень слабенькая. Но он потом разочаровался уже, Павел. О магию Мальтийского ордена. Вот что ты подразумеваешь под магией Мальтийского ордена? Вот давай в эту тему Защита. аномальную. Как это ритуалы там, как у Эпштейна, на острове Эпштейна? Никаких ритуалов, это с внешняя детьми? сторона. Или это что? Они там какие-то звезды чертят? Нет, 12 это коня, и что? ритуалы это все для как бы народа, чтобы или там для тех, кто вот ищет там какие-то. Там по-настоящему это все не имеет никаких границ, ни расстояний. Вот у меня был опыт, когда меня утвердили в княжестве вот Сан-Бернардино, это итальянская история. И это был 31 октября, никаких ритуалов, я ни в чем не участвовал. Но первую половину дня я чувствовал себя нормально, а потом было что-то вообще невероятное. То есть я просто не мог вообще идти, я еле добежал до дома, там лег на диване, и было такое ощущение, что меня взяли вот как шахматную фигуру с одной доски и как бы переносили на другую, поставили на какую-то другую. Я не знаю, что это Это было. влияние вот магии вот этой ты ощутил. Ну, я могу сказать, что настоящая, ее не видно. Это как вот свет. То есть они провели ритуал там где-то на стороне в отношении Я думаю, тебя. что какие-то силы за этим однозначно точно были. Я могу это подтвердить. И очень много странных событий. Может быть, что это силы внеземного воздействия, то есть по типу рептилоидной энергии. Земля – это камень в космосе. То есть мы все космические априори. То есть ничего, земное – это у кого-то в голове там какой-то песок, так сказать. А Ну, мы силы все рептилоидные были мы или все нет? космические. Мы все космические. Понятно. Силы космические, рептилоидные, какие вот ты
на себе ощутил конкретно? Я не Твой могу опыт. сказать, что там Ну, они осознание, были прозрение дошло до тебя? какие-то рептилоидные или не рептилоидные. Я могу просто описать, что это было. Я описываю, как это было. Это было что-то необычное. А вскрылось потом, откуда это воздействие шло? Я до сих пор не знаю, кто за этим стоит. Мне очень интересно узнать, но там очень много странных совпадений. Очень Вот. много. Товарищи, интересная задача Да, для нашего настоящая экспедиционного центра Настоящая магия, она не с очевидна. руководителем Николаем Субботиным Она просто именно есть. расследовать случаи магии Мальтийского ордена и других аристократических орденов, как они своей магией могут воздействовать на людей. Вот это вот Никто- безумно интересная тема, будет очень интересно Никто нашим просто зрителям. так не будет никогда тратить магию на фокусы. Это прям вот абсолютно точно. Понял. То есть магия имеет ресурс свой, не надо ее... Никто не будет тратить свой вот этот вот ресурс на всякую ерунду. Ну как вот, и на как развлечения. вот Игорь, смотрю, он вот жарит на дровах, вот никто не будет сюда всю поленницу складывать в это, чтобы пожарить вот эту груду сосисок и ребрышек. А нужен ресурс в виде дров. Вот это магия дров. Да, Правильно? но для Так того, и у них чтобы- есть поленница своей магии, они на тебя потратили. Для того, там чтобы загорелся полежка. особый огонь, нужны особые дрова. А если ты их сожгешь, у тебя их Нужно как-то будет восполнить, а где ты их еще возьмешь? Ну да, да. То есть, ну, эти вещи тратятся только по каким-то особым случаям. абсолютно точно, как бы, ну, не на какую-нибудь ерунду, а на что-то совершенно очень стоящее. Ну, понятно. Вот теперь хотя бы мы уже немножко разъяснили, что же такое, как влияет вот эта настоящая истинная магия и как она бережно тратится тем, кто ей Это- Слав, обладает. у меня на Абсолютно самом деле очень важный вопрос. После этих разговоров это мясо можно вообще кушать? Куда? Да, это Не мясо зарядилась оно не то, что энергией. можно кушать, а нужно, потому что его приготовил Саш, наш гранд-шеф-повар принеси, Игорь Львович Соколов. На сцену выходим. Жалко Андрея Синельникова нет сейчас. Он бы разобрался вот в этом воздействии магическом. Его пускали даже в самые закрытые вот эти Масонские. израильские, да, общества. Причем по прямому как бы разрешению Ротшильда, потому что он понравился там, барону Ротшильду. Кстати, Свои у статьи. нас остались, у меня, наверное, штук 10 записей его интервью осталось. Надо, наверное, Вот со его временем обязательно надо опубликовать, издать. да. Да, И да, тоже да. смерть у него странная была. Просто, неожиданно, инсульт. Да, да. Причем в тот момент, когда он делал экспедицию, он предположил, что Дева Мария вообще как бы не в Израиле она там, вот не в тех местах-то была, а где-то у нас чуть ли не на Северо-Кольском. И вот у него экспедиция была как раз по местам, тем, где могла на самом деле находиться Дева Мария. И вот во главе этой экспедиции там какие-то люди интересные тоже были из орденов. И вот буквально за несколько дней перед стартом с ним случается вот... То есть моментально просто Да. даже скорая не успела приехать. Ну, это как раз вот воздействие уже вот этой некротической, убийственной магии на расстояние. Я думаю, что такая тоже может быть, Ну, когда может, человека это могут не его убрать. тема просто была. Тем более, что он, находясь в масонском ордене и имея достаточно высокий масонский градус, да, начал тему переформатирования религии, да, вот, по поводу Кольского, то, что сейчас Николай рассказал, то есть фактически подрыв неких основ, то есть Ватикана и всех вот этих прочих дел. Я думаю, там было общение и разговор серьезный с его масонской ложей, где он состоял, и было принято решение убить Синельникова именно магическим путем, устранив так, чтобы не оставалось никаких следов. это соль. Давай. О, это богам. Это собачки, наверное. Это комом. Комом, да. Знаешь, откуда пошло? Первый блин комом. Это не то- Медведев. Да, ком это медведь. Поэтому первый блин, На, когда говорят эту лопату комом, это хочешь первый блин хозяину вот этого леса, места. Вот. С активированным углем. Или неактивированным. Дезактивированный. Дезактивированный уголь, да. Так, что-то количество мяса у нас превышает количество едоков, по-моему.
У нас еще шашлык вон. Так у нас еще там целая сковорода оленины Давай, тушится. шашлык будешь. Ты смотрел, Игорь Львович? А, Оленину смотрел, как она там шкварчит? ну там ничего. А это курочка, да, Игорь Львович? И первые проекты, Свинина. А, свинина. первые проекты этого самого, ну, которые мы как бы начали уже. И туда надо еще добавлять, конечно, их мало. И должно быть прям много. Так, сейчас. Что-то, Александр Иванович, у нас сегодня самолетики не летают. Да, тихо сегодня. А вчера дрон, кстати, над нами пролетел какой-то. Ну, не может быть, чтобы... Я Красногор? Красноармейск. Красноармейск. Ну что, Вячеслав, мясо удалось? Чтобы дрон Да. летел с Украины туда. Что скажете, Игорь Львович? Настоящее аномальное мясо. Первобытные люди. Грызем кости. Динозавров. Да. Едим мокелем бемби. Все-таки это в людях этого не истребить. Поэтому на синтетическую еду или там на тараканов не надо нас переводить. Мы лучше на мясе по старинке.